Если у вас медленно работает YouTube, мы подготовили для вас инструкцию, как обходить блокировки. Она внизу в описании под этим видео. План ковер ввели во всех аэропортах Москвы. В готовых салатах оливье нашли кишечную палочку. А в Госдуме хотят запретить вейпы полностью. Это Тенгиз Адамия, новости «Воздух». Ставьте лайки. Начинаем со срочных новостей. В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский ввели план ковер. Рейсы не принимают и не отправляют по соображениям безопасности. Также ограничения ввели в аэропорту Калуги. Прием самолетов прекратили с 15:45 по московскому времени. Ранее международный аэропорт Казани вводил временные ограничения на работу. Напомню, что план ковер обычно вводится при повышенной угрозе атак украинских беспилотников. Минобороны России об атаке дронов в Москве, Подмосковье и Калужской области не сообщала. Мэш отмечает, что в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково задержано около 30 рейсов. К началу записи этого выпуска план ковер отменили. Продолжаем и поговорим о самой важной авиакатастрофе этого года. Европейский Евроньюз и азербайджанский Калибр со ссылкой на итоги предварительного расследования от правительственных источников утверждают, что самолет Embraer E-190 азербайджанских авиалиний был атакован российской ракетой «Земля-воздух» при подлете к Грозному. Самолет потерпел крушение накануне в казахстанском Актау. Росавиация назвала предварительной версией крушения возникновение нештатной ситуации из-за столкновения с птицами. Выжить посчастливилось 29 пассажирам. 38 человек, включая экипаж, погибли. Блогера, который снял вот эти кадры с места падения Embraer, арестовали на 10 суток. Азамата Сарсенбаева обвинили в неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительного органа и воспрепятствовании его деятельности, сообщает Росавиация. Свой арест молодой человек подтвердил в соцсетях. В Госдуме ополчились на вейпы. Депутаты внесли законопроект о полном запрете торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. В проекте документа сказано, цитирую, «Основной причиной принятия данной меры стало стремительное увеличение числа пользователей данных устройств». Конец цитаты. Запрет предложили внести коммунисты. Надо сказать, что, например, в Казахстане подобный закон уже принят, однако там продолжают продавать электронки, правда, через черный рынок и Telegram. И еще несколько слов про запреты и репрессивные меры. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает раздувать антимигрантскую риторику. Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны. А в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, но и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма. Кроме того, Медведев на совещании по проблемам миграции сказал, что длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов на территории нашей страны создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу России. Добавлю, что сегодня стало известно о том, что мигранты с января не смогут работать в общепите, транспорте, такси и алкомаркетах Белгородской области. Такое постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков. А вот мигрантов из стран Западной Европы, похоже, очень ждут в Крыму. Давайте посмотрим социальную рекламу с канала Крым-24. Генрих, ну я тебе русским языком говорю, на себя тяни. Ja, natürlich, Leiter. Ich mache jetzt. Какую музыку? Да пусть ваша национальная играет. Откуда ты? Бирмингем. И как тебе здесь? Тут очень хорошо. Изданию агентства удалось установить двух участников видео. Роль немца сыграл солист Государственного академического музыкального театра Крыма, заслуженный артист республики Игорь Юрченко. Роль главного героя играет непрофессионал, житель Симферополя Владислав Колесниченко. Судя по его странице ВКонтакте, он работает на ялтинском курорте Мрия, который после аннексии принадлежит Сбербанку. И еще про оккупированные территории. Более 2 триллионов рублей на восстановление так называемых новых территорий потратят до конца 2030-го. Это следует из 7-летнего бюджетного прогноза по госпрограмме восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, обратила внимание Фейри Дейли. Деньги возьмут из федерального бюджета. Скорее всего, цифра будет увеличиваться также из-за постепенного дорожания строек, отмечают журналисты. В
готовом оливье нашли кишечную палочку. Телеграм-канал «Шот» пишет, что проверку не прошел ни один из салатов из Ашана, Магнита, Ленты, Окея и Глобуса. Употреблять их нельзя, сообщает «Шот». Производители могли использовать просроченные продукты, либо неправильно хранили готовый салат, из-за чего там размножились бактерии. Телеграм-канал ЧТД напоминает, что самим приготовить оливье выйдет минимум в 526 рублей, на 16% дороже, чем год назад. Известная серийная доносчица Анна Коробкова оказалась 39-летним журналистом из Екатеринбурга по имени Иван Абатуров. Выяснила это социальный антрополог Александра Архипова, одна из жертв доносов. 2 года назад на нее, преподававшую тогда в РАНХИКС, написали жалобу с требованием уволить из вуза из-за интервью «Дождю». Позднее выяснилось, что количество подписанных Коробковой доносов было огромным, и их начали собирать в единую базу. Ну и про Новый год. Политик Юлия Галямина, которая находится в России, сходила в ГУМ и сфотографировала пожелания, которые люди оставляют на одной из главных елок страны. Вот некоторые из них. «Миру мир, хочу, чтобы закончилась война, мира всему миру, мира и добра всем, пусть закончится СВО и мы мирно заживем. Дед Мороз, пожалуйста, подари всем мир». А что бы вы написали на такой елке? Пишите в комментариях. Что ж, друзья, это все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Чтобы не теряться, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к видео. Или же просто сканируйте QR-код у вас на экране. Мы дублируем туда весь наш контент, в том числе в формате аудио. Так мы сможем оставаться с вами на связи, несмотря на ограничения, которые вводит путинский режим. В описании вы также найдете инструкцию, как обойти блокировки Роскомнадзора. Ну а если вы все еще можете смотреть нас на YouTube, поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску и подпишитесь на наш канал. Так вы поможете нам распространять правдивые новости. Ну и, конечно, смотрите другие наши видео. Всего хорошего и берегите себя.